Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 31-й выпуск «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. Приступаю к PvP-квестам. Сегодня продолжу выполнение квеста «Каратель», часть 4. Сегодня локация «Берег». Помимо «Карателя» у меня есть еще квесты от Миротворца. Их выполнять необходимо тут же, на берегу, поэтому, как всегда, постараюсь сделать пару-тройку квестов за выпуск. В описании, кстати, добавил ссылку на плейлист в ВКонтакте с музыкой, которую использовал в «Пути со дна», и обновляю ее с каждым эпизодом. Вообще, под каждым эпизодом, под каждым выпуском добавил эту ссылку. Как-то так. Антон Карпыч, спасибо большое за бонусы, парни. Да будет ПВП, сказал ПВЕшник. Всем приятного просмотра. Ну чего у нас тут? Есть интересности по страховке? Я успел в этот раз, все забрал, больше ничего не прошляпим. Ну да, это все тут половина синева и тряпки. Продадим все это добро. В перерывах между выпусками я в любом случае захожу в игру, теперь стараюсь забрать вовремя страховку, забрать биткоины и в ящик диких то, что притаскивают у меня кореша мои. Потому что запись выпуска и публикация выпуска, там разница может быть 3-5 дней примерно. В прошлый раз я, кстати, проморгал или надо было перезайти в игру, но у меня, оказывается, текстиль, часть 1 доступен квест, и я готов поспорить, что текстиль, часть 2 тоже сейчас будет доступен. Тут все по тряпкам, за исключением паракордов. Все это нужно было находить в рейде, и все это уже давным-давно лежит готовенькое. Вторая часть тоже про тряпки, только других видов. Куча целая тряпок. Все это я варил в убежище, и все. 2 квеста сходу. Сварился, готов. К тому, чтобы я забрал его еще один биткоин, и ящик диких тоже. Подтянули что-то парни там. За денежку отправляю. Нет ни папок, ни самогона. Ну, блин, такое все. Ну, раз на раз не приходится, короче. Обязательно не забываем ставить воздушный фильтр перед тем, как отправиться в рейды. И сейчас быстренько пробежим по квестам, посмотрим, что сегодня в планах. Так как иду сегодня на берег, сразу подготовлю планшет с доками, чтобы не забыть. Меченый ключ санитара, от ГЭС ключ, коттедж, и от сейфа в коттедже тоже возьму ключ на всякий случай. Вдруг мимо проходить буду. Каратель, часть 4 на побережье у меня также безызменно. В балаклаве и разгрузке, которые таскают дикие, нужно добить еще 8 ЧВК. Груз X, часть 2. Найти комнату с резервуарами, она находится тоже на локации «Берег» в лазурном восточном крыле на 1 этаже. Мокрое дело, часть 1. Нужно 3 диких еще добить. М-ка у меня есть, так что я пойду с М-кой. Тут ничего сложного. 3 диких — это чепуха. У меня к этому все готово, и можно валить на берег. Утром пораньше с утра пойду, страхуем то, что не достраховано. Поехали. Хотел еще подчеркнуть такой момент, что я сегодня буду играть примерно с 6 до 9 вечера по Москве, по московскому времени. Буду играть только на московском сервере, там минимальное время поиска. То есть самый активный сервер сегодня один. Так, тоннель. О, у меня хороший, слушай, спаун. Хороший спаун. Я бы хотел, конечно, в первую очередь хотел бы, конечно, ботов добить, чтобы уже не думать про эту М-ку, что у меня там М-ка. Надо будет там еще одну собирать, так как квест требует конкретного оружия. Выносливость до 14 поднял. Сейчас те, у кого там максимальный, балдеют, наверное, сидят. Вдоль дороги много спавнов. Может быть, даже сейчас ЧВК встретим. Если честно, даже надеюсь на какое-нибудь. На какое-нибудь движение. Куда бегут обычно? Либо прямо, либо вдоль воды. Сейчас попялимся, может кто до тайников тут охотник. Я, по-моему... Да, я кого-то видел. А ну-ка, с этой стороны удобно будет. Так что-то как-то странно он прям вот здесь заспал. Блин, надо было прям вдоль дороги мне бежать, что ли. Фиг его знает, где он там лазил, да? Какая сопочка удобная.
А, вот он. Ой, двое там. А пацаны заныкались по правой стороне. А тут укрытий нет никаких. Я сейчас справа, если пойду, то подставлюсь жестко. Так еще и двое там. Так, слушай, давай тогда обойдем. Пугача дам сюда, в эту сторону. Бам. Все, пойду сейчас флангану попробую. Может, на дурачка еще и подорву кого-нибудь. Вот, сейчас мы потихоньку, помаленьку так и сделаем карателя, да? Блин, где-нибудь тут арыки поглубже бы найти, чтобы они не видели, как я перемещаюсь. Нет, тихо, не слышу, чтобы прям они меня... Чтобы нежданчик прям был. Но на их месте я бы двиганул в сторону... А там дикий лазит, смотри, вон, в сторону ту. В сторону выхода, где дорога на таможню, но там дикий ходит, и я его убивать, наверное, не буду, оставлю, если они прям туда... Да, он, смотри, там пасет. Там тогда смотри, братуля. У меня бот-тиммейт. Нормально, нормально. Если они далеко прям туда уже пробежали, проскочили, то бот их шуганет там. Где-то там и сидят. Блин, страшновато. Блин, сел играть, и сходу тебя тут два чувака перед носом. Надо бейсболом удариться. Ох, тут все как на ладони. А вон он лежит, что ли? Точно, смотри. Это друган. А друган, наверное, через дорогу меня искать пошел, да? Типа вот здесь полежи, прикрой. А я сейчас быстренько посмотрю. Так ли это у вас было обговорено? О, нет, он здесь. Он вернулся. Блин, я промазал. Отлично. Тяжелая. Ну ничего страшного, у меня жгут есть. Вот тебе, блин, начало дня. Ё-моё, у меня аж колбасит всего. Адреналин. О, трофей. Контакт можно и шлемак скинуть. Умку можно забрать, она побольше моей РПСки, и Умка... Это тоже жилет диких. Надеюсь, в Умке тоже будет засчитывать. Потому что Умка недавно только добавили. Разгрузку эту. Вообще на восьмерках, что ли? Ёпрст. Плохо, конечно, что у меня руку и ногу выбил. Два юсека. МП5 можно забирать.
Так оно и есть. Они, судя по всему, уже и тайники посмотрели. А давай пояс я лучше соберу. Не хотелось бы рисковать. Я не знаю, Умка будет засчитываться или нет. А что такое бывает, что новые какие-то тряпки, там что-то новое, и это может не работать так, как мне надо, чтобы работало в пояс. Пояс старый, в принципе, более-менее разгруз. Нормалек. Ох, блин, а у меня же это... Выбиты конечности. И я с собой не взял, блин, никакого хирургического набора. Ох, что ж я маленьким не сдох. Пошли дикого тогда убивать. Ну, капец. И что мне без хирургии так делать? Медицинская сумка есть на Чупа-чупсе, точно знаю. Может быть, в каком-то из тайников еще будет. Да, вряд ли в тайниках будет. Блин, ну выбитые руки и ноги. Это очень плохо. Я хочу домой. Я хочу на выход. Ну, а что мне еще делать? Вау, как руки трясет-то, нифига себе. Это ГГ, блин, без хирургического набора с пробитыми конечностями. Где ты, куда ты заныкался? Сейчас он меня кошмарил. Оставил, чтобы он их кошмарил, он меня сейчас будет кошмарить. Ай, хромать будет теперь. Ну все, рука черная, это я нормально прицелиться уже не смогу. Это раз. Но это еще ладно, полбеды. Основная проблема в том, что у меня и нога черная. Я буду хромать, если не буду использовать обезболивающее. Постоянно под обезболом ходить. Это вода нужна. Бегать я уже не смогу. Начну бегать, у меня все тело начнет ломаться. Тут. Куда делся? Мать твою, аж волосы дыбом. Да чтоб тебя. Не увидел сразу. Попал, не попал? Попал. Но это было приглашение на пиршество. Давай патронов тогда докину и буду потихоньку уходить отсюда. В общем, прикинул я таким образом, что... Я думаю, будет правильно сейчас попробовать выйти. Попробую ее в сторону пойти этих. Посмотрю тут пару тайников. Пару популярных мест. Попробую хотя бы диких добить, что ли. Может быть, на Чупа-Чупс сходить. Да, такое начало, в принципе, активное, быстрое.
Якшон и все такое. А с хирургическим набором я немножко профукал момент. Шанс, конечно, есть найти хирургический набор в каких-то тайниках, но крайне невелик, я так думаю, этот шанс. Но попробовать стоит. Давай сходим сначала на вышку. Фигня. Единственный шанс — это медицинская сумка на чупа-чупсе, я думаю. Может, и дикого сейчас, кстати, бомбану. А желательно парочку, чтобы даже если помер, то не жалко было эмку терять. Она же у меня для дела, не просто так. Диких нет. Да, сумка открыта. Тут лутано все. Последняя надежда была на эту сумку медицинскую. И тут ничего нет. И след простыл. Быстренько все осмотрели. Картотеки не смотрели, Сандра. Пошли дальше, в следующий тайник тогда. Под лэп. Посмотрим, может там есть. Если нет, пойду на выход. Небольшая, конечно, надежда на этот тайник, но мне надо педалить. У меня уже 35 гидрации, у меня сейчас надо будет еще и воду. О, перелив, хорош. Перелив, говорю, как его, физраствор. Короче, парни, делать нечего, пойду в сторону прохода между скал, выхода. Если там получится выйти, то буду выходить. Если нет, то придется педалить аж в тоннель в сам. Прямо по курсу. Путешествие будет не из самых приятных. Постоянно буду долечиваться. Есть дикий. Уф, как же трясет-то руки. Все, больше никого, но дайте одного еще, пожалуйста. И я домой пойду. Скажи, что работает выход. О, да, я вижу зеленый дым. Нет, это огонь его сейчас где-то лазить, ходить, смотреть. Что-то можно было бы, конечно, и сейчас и в лазурный, восточку, мосточку добить, то, все. Но проще сейчас выйти из рейда. Нету здесь никаких больше диких. Либо я их не вижу. Самый простой вариант — взять, просто выйти сейчас с локации, залечить все свои раны, и все, и спокойно выйти в новый рейд, здоровым, крепким, счастливым, красивым, и делать спокойно дальше квесты. Но нет хода без добра, по-любому. Я все-таки смог 2 ЧВК убить, и 2 диких, тоже хорошо.
Размусоливать тут особо нечего. Я просто-напросто выгрузил все, что мне не нужно. Ставлю половина все трофейное, половина того же самого, только патронов сейчас докину. У меня 8 же были в магазинах. Я их на дно закину магазинов. А сверху 856А1. Запасных патронов еще наберу. Все, медицину, хирургию, все взял, я готов. Берег 11. Достраховываем. Барахляндию. Ехали. Всего один дикий остался, надо бы его добить. Наверное, первым приоритетом подыщу какого-нибудь дикого, чтобы уже не переживать за то, что я там эмку потеряю, новую надо будет собирать и прочие гадости. О! Пацаны, вообще, ребята, смотри, какой спаун у меня офигенский. Нифига себе. Прям иди в лазурку, не хочу, да? Ни одного дикого бы подстрелить. Давай, я хочу сначала дикого все-таки подстрелять. О, я не пожрал, не попил, нифига, вот я молодец. Молодец твой отец. А ты засранец. Проход между скал. Может быть, на скале летом сидит снайпер? Уже ребята активничают во всю Ивановскую. Я не знаю, или это кто-то спавны соседние прокидывает гранатами, или что? Научились, блин, ерундой заниматься. Или уже кто-то удачно друг с другом встретился. О, есть дикие парни. Попади. Хорош. Есть квест. Один дикий оставался. Все, теперь ничего не боюсь. Пойду в лазурку. В ужасе в кустиках докину потрошек. Как раз у меня еще спаун такой хорошеечный. Мне сейчас в восточку залететь. Интерес бешеный. Там первый этаж, там чудеса, там леший бродит. Попробовать стоит, я думаю. А чё мне? Зачем я еще тут? Чё мне еще настреливать? Мне как раз нужны ЧВК. ЧВК где? Правильно, в лазурном. Но если получится папку староканить, то я... домой пойду. Вроде тихо. Никто не скачет. Комната закрыта. Так, вот она, 108-я. Вот они, резервуары, или как их фамилия. Вот она, папка. Груз X, часть 2. Папку забрал, надо вынести. Так, это с западного сейчас будут заходить. Ну, ничего. Мне нормалек. Я так в ужасе посмотреть. Что тут есть? А есть адреналин? Офтальмоскоп. Можно его сразу... А хотя без галки. Он, по-моему, ничего не стоит там. И фачок новый. Вроде все. В комментариях потом бомбанете, что я пропустил. Сколько лидексов пропустил. Я готов идти на выход. Надо было посмотреть мне, что там с проходом между скал. Может быть, там дым зеленый горел. Что-то я на радостях поскакал, блин, сразу.
Не обратил внимания на то, что работает выход или нет. Сейчас отсюда посмотрим. А, по-моему, не работает. Или работает? О, работает. Да ну нафиг. Надо выносить папку. ЧВК никуда не денется. А, до сих пор там 12-й калибр шпилит. Как так? Не добили? О, ювелирно как. Самый быстрый на Диком Западе. Пришел, забрал, ушел. Это все, это Диса. Диса хитрый. Вот это рейд. Даже пробежку не засчитал. А, ну я же двоих убил диких-то. Все, значит... Все, огонь. За 6 минут успел сделать целых 2 квеста. Самое приятное, это, конечно, закрывать квесты. Груз X, часть 2. Квест завершен. Мокрое дело, часть 1. Тоже квест завершен. М4 или Адар. 10 диких на побережье подстрелили. Груз X, часть 3, говорит. Обнаружить спрятанный груз Террагрупп находится где-то в подвале. А, это который... Все, я понял. Это на берегу. Это западное крыло. Мокрое дело, часть 2. Место обитания рыбаков нужно будет найти, пометить маяком место. Ага. Когда впервые проходил подобного рода квесты, они мне очень нравились, потому что они позволяли изучать мне карту более-менее там. Даже несмотря на то, что пользовался какими-то шпаргалками или чем-то подобным. Квесты для новичка не последнюю роль в ознакомлении с игрой и картами играют. Покупаю маячок у прапорщика. Покушать, попить я с собой в рейд возьму. И маяк по-хорошему бы в подсумок спрятать, иначе если я погибну, то я 100% его забуду потом в новый рейд взять. Память-то такая себе. Поехали дальше. Берег. А тут все застраховано уже, так что нормалек. Поставить маяк, найти спрятанный груз и все. Ну и ЧВК, конечно. Здрасте, Настя. Чего, блин? Я думал, меня сейчас как заспавнит. Возле тоннеля. Сразу же пошел бы маяк и закинул туда. На остров на этот. Есть вариант сейчас еще ребятишек каких-нибудь встретить, которые справа могут подтянуться. О, да вы что, серьезно, прокидываете? Спавны соседние, что ли? Нет, я не вижу никого. Либо их тут нет. Но это вряд ли. Ну, давай, покажись, парни, вы что там, вы где вы? Можно попробовать план Б, сходить в сторону Чупа-Чупса, там глянуть. Не, сюда если идти, то надо, скорее всего, в первую очередь бежать, либо спавн удачно какой-то подсекать.
А так, я чё, я уже? Это, считай, я уже поздно пришел сюда, да? И тут никого не видать. Но если Дикий гуляет, значит, скорее всего, никого рядом тут и не появилось. Хотя, не факт. Бомбанем дикаря. Пороху понюхаем. А чего ты, чего? Куда поскакал? Ну ладно. О, это как получается? Это что, это мина? Там где-то мины, что ли, поставили? На локации. Или это эхо? Или это подствольный гранатомет так интересно рвется? Оба! О, пойдем посмотрим. Это походу про меня там. Мои клиенты. Ох, нифига себе там зажимают. Слушай, может быть там эти самые санитар с своими типами? А у меня же есть квест убить санитара. Правда, он для капа не нужен. И мне на некоторые вещи открыли глаза. Комментарии. Да и вообще у нас взаимодействие отличное. Хорошо, что я не делаю какие-то там гайды, шмайды. Не... Сейчас опозорился бы как. И не раз. Обмен опытом чисто. Чисто обмен опытом. Какие-то фишки я вам показываю, какие-то фишки вы мне рассказываете. Все это хорошо. Блин, мне крайне любопытно там посмотреть, что происходит. Слышу, бегают. Блин, там, по-моему, санитаровские парни бегают. А где мои таблетки? А вот он, вазелин. Ой, я не поел, не попил, вынес с собой сникерс и сок. Человек, ну-ка. Трапезничать будем. Всем приятного аппетита. Что-то с соком сделали, и я это все проморгал. Сок что-то как-то гидрацию странно поднимать стал. Там уже не 40, видимо. Нифига. О, ящик открыт, смотри, он с этой стороны пришел. Значит, я его все-таки прохлопал где-то ушами. Даже не знаю, кого я сейчас буду рад больше встретить. Санитара со своей свитой или ЧВК. А мы тут десантируемся. Где тут удобственно, а то я горьким опытом научен. Что тут? Кто тут у нас? Молчком, сапком сидят. Либо лутают, если это ЧВК. Я не слышу никого. Либо притаились, если санитар.
Нет, скорее всего, это ЧВК. О, он надо мной. Он здесь где-то. Нормально, нормально. Лазерган, вать Машу. Нормально, нифига себе. А он в шлеме, по-моему, этом глухом. Поэтому он меня сразу-то и не услышал. Ох, хорошо, еще один ЧВК отъехал. Итого 3 за сегодня. Неплохо, неплохо. Такими темпами я еще и квест закрою. Я не знаю, что-то он отъехал так быстро. Вроде забрало. Ничего не понимаю. Ну ладно, главный он номер, я выжил. Все, это все, что мне надо знать. БП. Наверное, имеет смысл забрать магазин, а сейчас я уйду просто отсюда, чтобы мне самое... Я же не один такой хитрый. Типа звук услышал и прискакал. Давай где-нибудь местечко укромное найду и там выпотрошу все эти магазины. Надо свалить отсюда. С Норвинского. О, можно сразу прям вдоль берега и в этот бежать. О, на остров. 20 тысяч, а что это? Карманы брезгуем лутать, что ли? А зря, зря. Да, что-то такое ощущение, как будто кто-то... А, так это дождик начался. А показалось... Это не дождик, мне не показалось. Голова, 2 уха. В глаз попало мне, короче. Ну ничего, бировца одного застрелили, уже неплохо. Значит, уже на месте не топчемся. 9 в глаз. Больно. Все, я готов. Я собрал, короче, себе РПК, парни. Смотрите, прикупил. Тут все, куколки, тряпочки, все практически новые, за исключением там некоторых моментов. На 45-х магазинах сейчас дадим копоти нафиг на берегу. Берег 1626. Под вечерок. Вот так вот. Вперед. Еще раз убеждаюсь в том, что в Таркове никогда ничего не кажется. Если тебе показалось, что кто-то там ходит или что-то происходит, то, скорее всего, там что-то ходит или кто-то происходит. Ох, люблю я вот такую вот атмосферную погодку. Все, нормалек. Так, где это мы? Ага, мы на КПП. Мы на КПП. Значит, мы пойдем сразу же в ту сторону, в сторону выхода, в сторону тоннеля. Я, наверное, на Норвинский еще раз загляну. Если будет такая возможность. Там ЧВК. Очевидно, можно встретить. Там сейфа 2. Хочется найти уже эти статуэтки, антиквариат этот.
Оу. Понял, братуля, понял. Орёт наша точка. Хорош, хорош. Вообще, Норвинский и заправка, где пожар, там интересная такая стыковочка двух спаунов и двух выходов. А кто посерьезнее, ребята, не так часто туда ходят, если там нет какого-то квеста. Ой-ой-ой, это что это у меня? Здрасте, Настя, мне в спине тут не нужен никто. Ого. Это дикого, да? Пришпандорили там, видать. А бейсбол у меня есть? Есть. Зашибись. Знаю, что при применении обезболивающего у меня... Точнее... Ух ты. Что это такое было? Точнее, у вас может в пикселе все сыпаться, но... Ну надо. Надо, Федя. Надо. Может, не надо. Где-то тут стрельба была. Или чуть левее, или чуть правее. Скорее всего, дикого гасанули. О, нифига, он живой. Все, теперь я жертва. Нельзя лутать. Надо валить. Да ты идти твою маковку. Ты чё, живой, прикинь, до сих пор? И не ушел никуда, ни туда, ни сюда. А там он может быть и не один. В таком случае, но мне крайне не нравится то, что у меня в спине кто-то будет постоянно в затылок дышать. Я же сейчас еще собираюсь в Норвинский. Я как в мышеловку туда сейчас зайду, если не избавлюсь от хвоста. И на остров тоже хочу пойти, но нет, мне точно надо избавляться от него. Может, засаду устроить ему какую? Все равно он по пятам за мной идет. Ага, сейчас на левую сторону перебежит, и я этого не увижу. Не хватает лишней пары глаз в некоторых моментах. Вижу. Прямо на меня бежит. Ага. Я выиграл. Неплохой калаш. Понятно, что там за перестрелка была. Я два калаша слышал как раз. Либо его кореша убили, либо он кого-то там убил и с собой забрал все это добришко-барахлишко. Заберу пока все магазины, шлем. Сейчас все это поменяю. Я просто в себя сейчас... Так, как мне еще одну? Вот сюда, туда. Вот так вот.
Вот так вот. Вот так вот, все. Сейчас где-нибудь присяду незаметно. Вытряхну патроны. Поменяю шлем. Мой вернется по страховке, а этот на себя надену. Пожинаем плоды. Пожираем. Плоды, точнее. Готово. Вот, теперь поспокойнее будет жизнь. А то, блин, в спину кто-то будет идти, но... Нет. Нельзя. Так совсем нельзя. Если бы я шел мимоходом или куда-нибудь на ГЭС, может быть, я бы даже и не останавливался, не ждал бы его. Если бы мне ЧВК не нужны были. По-хорошему бы мешок скинуть. Но я возвращаться не буду, я буду дальше там вдоль берега пробегусь. В прошлом рейде-то задумка хорошая была. Исполнение только не очень. Я думал, это, блин, санитар. Я что-то как не услышу. Что здесь происходит? Так санитара сразу хочу увидеть. Не то, что хочу увидеть, а мне... Прям слышится по звуку. Санитаровские могут ходить с этим самым... С ВПО. Как раз 7.62, такой же звук примерно. Ух ты, блин, вот это вот не очень хорошо. Ну, нифига нет моих статуэток нужных мне. Не статуэток этого. Льва, антикварная ваза. Чайник антикварный. Нету ничего этого. Так, как сделать, а? Как сделать? По кому это стреляют? Это, скорее всего, по ботам, которые на заправке, да, стреляют? Но сверху мне стреляться сейчас... Ух ты, блин, я бы сахар вообще бы, знаешь, куда-нибудь спрятал вот сюда, например. И сок впитал 40. Гидрации 40 сока. 67 всего. 27 гидрации дает, что ли, сок? Все равно пойду вдоль воды, чтобы... Ух ты. И это не по мне, кстати, было. И это хорошо. Значит, все прицелы смотрят теперь туда. Диса хитрый. Диса бежит. Не убивайте, дяденька, не убивайте. Да, нормально все, нормально. У меня выносливость не восстанавливается. У меня перегруз. Хороший такой перегруз. И опять в этом же самом месте. Блин, а что у меня... О, вот сюда вот можно будет сейчас. Сейчас все будет. Во! Отбойник включился сразу.
Так, сейчас в сторону острова пойду. Попробую маяк все-таки поставить. Светлая мысль родилась. Я думаю, что если я маяк сейчас заложу на острове на этом, то, скорее всего, мне выход с локации не обязателен. Моя же задача замаячить, и все. Сигнал пошел. Так, маяк у меня с собой. Я тогда мешок возьму сейчас, просто здесь где-нибудь в кустиках скину. Я планирую, короче, сходить после того, как замаячу остров, еще и в Лазурный в любом случае. О, вот этот кустик подойдет, чем Беркут стряхну. Опа. Все, перегруза нет. Оперативно сейчас сбегаем туда. Мне не послышалось, там дикий. Дикий матюкается. А куда маяк-то ставить? Я что-то забыл. А, по-моему, вот здесь на краю острова где-то поставить надо, да? Куда-то сюда, по-моему, его ставить надо. А, нет, его надо ставить на стол, где мотор стоит от лодки. Точно, точно. Во. Огонь. Все, пока маяк ставится, полминуты. Можно тут лутануть. Диких нет, шуметь не пришлось. Можно и посмотреть. Тут есть пару медицинских сумок. И ящики со всяким хламом. Так, маломальски, что можно утащить, то утащим. А почему такой звук был? Мне что, выходить надо будет еще с локации, что ли? Скорее всего, да. Он не квест выполненный мне засчитала под задачу. О, трещотка. Первый раз нахожу. А она чего-то стоит, по-моему. Я на днях заходил, смотрел на барахолке цены. Не, ну это превью, пацаны. Это же превью, видно же. Бам. Остров из разряда «Я б тут жил», да? Как мне кто-то в комментах написал. Неужели на самом деле мне надо будет еще и выживать, выходить с локации? Мне как под задачу засчитал, блин. Мокрое дело, надо выходить, выживать. Или все-таки рискнуть последними зубами, пойти, сходить в этот Лазурный и спуститься в подвал. Я как раз с удобной стороны, с западного крыла буду заходить. Че мне там занырнул? В дырку в стене.
Спустился в подвал, там все в шаговой доступности. Там, короче, нужно обнаружить груз, который находится в подвале в западном крыле, где бассейн. Там прям такая дыра в стене, и просто заглянуть туда, и все, развернуться и пойти на выход. Давай, наверное, так и сделаем, а? Барахлишко скину. А, патроны-то не взял. Все. Вроде все забыл. Что надо. Почти на месте. Не нужно никуда ни по территории, ни на крышу, ни по этажам там скакать, по кабинетам, по всяким разным, да, по номерам. Там в подвале не так часто кого-то встретишь. Так что я, пожалуй, газону сюда. А чё я лутаюсь? У меня же рюкзака нет. Молодец вообще. О, ребята, здорово. Так, первый этаж. Вот она, дверь. Вот он, бассейн. И вот она, дыра в стене. Все, готово. Подзадача груз X, часть 3. Тоже выход и выживание. Ну, выживание и выход с локации нужны. Точно. А выход у меня в стороне правильно, в тоннеле. Все, круто. Тогда возвращаюсь той же тропинкой. Опа. Да ну, вы что, серьезно, что ли? Да идите в баню, вы что? Местные обитатели. А вон в окне. Держал, не кашлял. Я не убил, я знаю. Воюйте сами там. Не, нафиг, нафиг. Чисто шумануть. А то он там в окно пялится. Ну точно бы мне в спину настрелял. Предлагаю тогда коттедж еще осмотреть. Если он закрыт, то тогда посмотрим. Если открыто все там что-то лутано, то я даже второй коттедж смотреть не буду. Пойду дальше мимо. Заберу мешок и пойду в сторону дома. Я когда в Лазурный бежал, тут никого не слышал. Поэтому санитар вряд ли тут где-то трется. Да и вообще он вряд ли тут на карте где-то есть. Раз на Норвинском нет, здесь на коттеджах тоже нет. Чисто по сейфам. Чисто по сейфам. В Лазурном вообще ЧВК гуляют. Жаль, санитар довольно жесткий босс со своей свитой. Жаль, что он не спавнится так часто.
Давай мне чайник, чё уже? Давай. О, ГП, окей. Рублики. Точно. Хорошо, второй быстро. Там еще в гараже сумка есть. Ключ от коттеджа отсутствует. Болтики, селедка. Пойдет. Болты в цене вообще не падают. 40. 40 держится. Так, кто это открыл? Дикие. А сумка полная. А, не дикие. Понял. Ну все, тут смысла нет уже дальше смотреть. В первую очередь, я думаю, сюда заглядываю для того, чтобы посмотреть 2 сейфа. Ну и ладно, пойду тогда домой. Мне все равно есть уже о чем поговорить с миротворцем. О, и у меня гидрация по глазам дала сразу, да? Точно, у меня 0. И водички нет никакой. Иди, твою мать. А хоть таблеткой вкинемся. Вон воды, черпай не хочу. О, блин, а вечерок-то какой приятный. Эх, взять бы удочку да карасиков покошмарить тут. Ну, пожалуй, хватит приключений с этого рейда. Водицы бы. Сейчас все будет, родненький. Домой придешь, отдохнешь, завалишься на свою раскривушку. Там PlayStation у тебя, музыка, телевизор. Все, что хочешь. Самогонный аппарат даже есть. Что скинуть? Бынтик скинем? А это внутрь скинем. А чё нам? Гулять так гулять. Ням. Ням. Все, уже начинается у меня. Чахнет тело. Я забыл про этого бота вообще. Ёлы-палы, я же знал, что здесь дикий-то трется. Ну чё ты там ползаешь? Долбоклюй! Вот так вот, да, надо эту харизму качать. Только труп. Ой, нифига, а что это круп эти? Как их фамилия? Крови-то столько. Не понял. И возле пожарки вон кровище, смотри. Ты что, тут кемпедрист у нас где-то? Ну нафиг. Я хочу домой. Живой. Блин, и тут что ли кровь? Мама, не страшно. Все, по домам, пацаны. Вот это рейд. За полчаса еще один ЧВК в копилку упал. Итого 4 я за сегодня настрелял, еще столько же осталось. Нормально. Завершаем груз X, часть 3. Обнаружили все как положено, все, что требовалось, выполнили. Плюс мокрое дело, часть 2 тоже пометили. Правда, я не понимаю, зачем здесь выйти с локации. Ну ладно. Новый квест, мокрое дело, часть 3. Найти автомобиль Артема. А, ну это тоже легкий квест. На берегу он выполняется. Все это сделаем. За сегодня по карателю я продвинулся только наполовину. 2 у меня было уже настреляно. И еще 4 я за сегодня подстрелил. Постараюсь еще 4 добить уже в следующем выпуске. И закрыть каратель, часть 4.
Хорошие в любом случае, я думаю, сегодня получились рейды. Неплохо так по квестам снова продвинулся, по карателю даже продвинулся. Это хорошо. Мы никуда не торопимся, мы играем в удовольствие, чего я и вам желаю играть в кайф. На сегодня у меня все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, выпуск вам понравился. Еще раз спасибо огромное ребятам, кто меня поддерживает. Вы просто лучшие. Увидимся, услышимся в следующем выпуске. До свидания.